Сейчас мы приготовим карамель для нашего медовика. И вот что нам понадобится. Нам понадобятся сливки, сахар. Мы используем соль флёр-де-соль. Вы можете использовать обычную соль, немного воды и сливочное масло. Итак, для начала, для приготовления нам необходимо подогреть сливки, но не кипятить. Они должны быть горячие, но ни в коем случае не должны кипеть. Мы выкладываем сахар, наливаем в сахар нашу воду. Вода нам нужна, чтобы легче сделать карамель, чтобы у нас не пригорал сахар. Сейчас нам нельзя будет мешать лопаткой, мы сможем двигать только сотейник. Мы доводим сахар с водой до янтарного карамельного цвета. Снимаем с огня, добавляем масло и соль. Постоянно помешивая, добавляем горячие сливки. И увариваем карамель несколько минут до 108 градусов. Мы сварили карамель до 108 градусов. И сейчас переливаем карамель в баночку с носиком. Мы ждем, когда карамель остынет, потом покрываем пленкой и убираем в холодильник на ночь. Сейчас мы будем готовить медовый бисквит для нашего медового торта, и для этого нам понадобится яйца, коричневый сахар, мука, мед, сливочное масло и разрыхлитель. Для начала нам необходимо нагреть до 35 градусов в сотейнике яйца с сахаром на водяной бане. Мы готовим водяную баню. И устанавливаем. Постоянно помешиваем. Доводим до 35 градусов. Как только довели до 35, мы добавляем масло. Добавляем мед. И разрыхлитель. Нагреваем до 55 градусов нашу смесь. Как только довели до 55 градусов, мы снимаем с водяной бани, переливаем в чашу. И начинаем постепенно добавлять муку. Всыпаем частями муку. Сейчас мы с вами будем раскатывать коржи для медового торта. Для этого нам понадобится немного просеянной муки. Лучше побольше, чтобы у нас не прилипли наши коржи. Потом мы эту муку можем просеять и обратно собрать. Мы берем ложку теста. Делаем кружок, чтобы нам было легче раскатывать. И раскатываем круг толщиной в несколько миллиметров. Далее мы вырезаем
кольцом. Сразу убираем лишнее. И убираем это в пакет. Из них мы потом тоже раскатаем отдельные коржи. Сейчас мы берем аккуратненько наш корж. Смотрим, чтобы он у нас не прилипал. И кладем его на пергамент. Выравниваем медовик на колечко. Лишнюю муку мы потом отряхнем кисточкой. И из всего теста мы катаем сейчас наши коржи. Выпекаем при 200 градусах 3-5 минут. После того, как мы выпекли наши коржи, мы кладем пергамент, ровную доску и утяжелитель, чтобы коржи у нас были ровными, а лучше 2 утяжелителя. Сейчас мы с вами приготовим наш крем для медовика. Нам понадобится сметана, сливки, наша карамель, которую мы сделали, и сахарная пудра. Итак, начинаем мы с того, что взбиваем сметану по нарастающей. Сначала она у нас густая, потом станет жидкой, потом снова станет у нас она густой. Начинаем взбивать. Мы взбили нашу сметану до состояния пиков, как у сливок. Сейчас мы добавим сахарную пудру и опять забьем. От сахарной пудры сметана немножко станет сначала жиже, потом снова соберется. Мы начинаем постепенно добавлять сахарную пудру в нашу сметану. Мы вновь взбили до пик нашу сметану с сахарной пудрой. Теперь мы будем взбивать сливки. Мы начинаем взбивать сливки. У нас должна быть сухая обезжиренная чаша и венчики. Сливки должны быть холодными из холодильника. И взбиваем мы по нарастающей. Сначала на медленной скорости, потом на средней, потом на высокой. Взбиваем до пик, до мягких пик. Мы взбили сливки до пик. Теперь мы смешиваем сливки. Сметану с сахаром. Мы перемешиваем сметану со сливками. Сейчас мы слегка подогреваем карамель в свече, буквально на 10-15 секунд. Теперь мы выливаем карамель и перемешиваем. Нам необходимо отряхнуть кисточкой от лишней муки наши коржи. Да, и мы все коржи так отряхиваем от муки. Мы приступаем к сборке для медовика. Для этого нам понадобится неразъемное кольцо, ацетатная пленка, зажим, наши коржи и наш крем. Итак, сначала мы обтягиваем ацетатной пленкой кольцо, ставим зажим. На донышко мы
можем без фольги, можем с фольгой, чтобы у нас не замарать кремом нашу доску. И аккуратно потом вытащить. Обтягиваем фольгой. Мы положили для удобства наш крем в мешок. Отрезаем сейчас кончик. И начинаем сборку. Кладем первый корж и выкладываем крем. Выкладываем следующий корж и делаем все то же самое. Слегка прижать и снова крем. Вновь корж. И таким же образом мы прокладываем все наши коржи. Последний корж мы очень тонко промазываем кремом. У нас он получается высокий, прям на все колечко. Накрываем пленкой и убираем на ночь настаиваться в холодильник. Минимум на 4 часа. Сейчас мы сделаем крошку для нашего медовика из коржа, который, точнее не из коржа, а из остатков теста, которые у нас были. Теперь мы берем наш медовик. Мы вытащили из кольца. Сейчас мы уберем фольгу. Ставим наш торт по центру. Снимаем нашу ацетатную пленочку. И теперь обсыпаем наш медовик со всех сторон крошкой. И теперь начинаем обсыпать сбоку. И таким образом мы весь наш медовик обсыпаем крошкой. Потом эту крошку собираем и вновь обсыпаем. Мы со всех сторон покрыли его крошкой. И теперь аккуратно кисточкой крошку убираем. Будьте осторожны, края очень нежные. С них очень легко снести крошку. Здесь сверху можно дополнительно выровнять, чтобы он был более ровный, вот таким вот маленьким шпателем, мастихином. И мы сейчас убираем все лишние крошки. Мы начинаем украшать наш торт. Мы украсим шоколадными сотами и ягодами малины с голубикой. Чтобы ягоды хорошо держались, их можно закреплять на глюкозный сироп. Мы украсили медовик, и наш медовик готов.